Что вам первое приходит в голову, когда вы слышите про Арабские Эмираты? Скорее всего, сотни нефтяных скважин, роскошные дворцы шейхов, Дубай, который построили в пустыне буквально за 50 лет, а также самая высокая башня в мире Бурдж-Халифа, куда же без нее. И многие по-прежнему считают, что все это богатство, с которым ассоциируются Арабские Эмираты, а конкретно Дубай, досталось исключительно благодаря нефти, которую они продают тоннами в день. Но данные говорят, что сейчас доход страны от нефти составляет всего 30%, и большую часть прибыли Эмираты получают не от черного золота, а от технологического сектора, недвижимости, туризма, а также информационных услуг. За последние 5 лет огромное количество IT-компаний переместилось именно в Дубай, ведь максимально простой формат открытия бизнеса и практически нулевые налоги создают шикарные условия для работы. А еще такие условия идеально подходят для молодых криптокомпаний. Дубай за последний год сделал огромную ставку на крипту, из-за чего они создали полноценный регулирующий орган, а также различные организации, которые помогают в открытии криптобизнеса. И на данный момент Дубай делает все, чтобы полноценно стать криптостолицей мира. Такое стремление Эмиратов развивать крипту у себя в стране вызывает огромный интерес среди инвесторов, ведь поскольку криптофонды управляют большими капиталами, это действительно оказывает влияние на криптовалюту, поэтому сегодня вы узнаете, как развивается крипта в Эмиратах, почему Дубай стремится стать криптостолицей мира, сможет ли крипта быть прибыльнее, чем нефть и какую криптовалюту покупают шейхи. Данный формат видео мы выпускаем в первый раз, но в будущем у нас в планах снять видео про крипту и в других странах, например в Сальвадоре. Ведь президент Сальвадора активно топит за биток, люди уже в нем получают хоть маленькую, но зарплату и фанатеют от него так, что даже на Мисс Вселенной девушки выступают вот в таких интересных костюмах. Поэтому если данный формат видео вам понравится, ставьте как можно больше лайков, и мы с удовольствием сделаем для вас такой ролик. Приятного вам просмотра, мы начинаем. Всем привет, меня зовут Влад, и вы на канале Coin22. Пожалуй, самое распространенное заблуждение заключается в том, что именно нефть находится в центре экономики Дубая. Да, ранее чуть ли не 100% от ВВП страны приходилось именно на продажу нефти, но сейчас эта цифра снизилась практически до 30% в 2022 году. И на самом деле в Дубае нефть была найдена только 50 лет назад, которой там не так уж и много, ведь большая часть экспорта нефти и газа происходит из Абу-Даби. Из-за этого Дубай уже давно был вынужден диверсифицировать свою экономику. Вот почему бывший рыбацкий городок превратился в процветающий торговый порт, а затем стал самой популярной точкой на карте для отдыха богачей. По той же причине он сейчас пытается превратиться в мировую технологическую столицу, и крипта с технологией блокчейна находится в центре этой идеи. Существует даже план Dubai Blockchain, который предоставит экономические возможности всем бизнес-секторам Дубая и укрепит статус Дубая как мирового технологического лидера. В соответствии с целью Digital Dubai стать мировым лидером смарт-экономики, стимулируя частный бизнес и глобальную конкурентоспособность. А также цель состоит в том, чтобы этот криптобум создал более 40 тысяч новых рабочих мест к 2030 году. А глядя, какими темпами развивается Дубай, я думаю, что у них все получится. Ведь даже глава цифрового правительства Арабских Эмиратов Хамаль Ан-Мансури сказал, что Дубай обычно очень быстро внедряет любые новые технологии. Ставка на криптовалюту также является способом для Дубая занять лидирующие позиции в мире. Ведь будем откровенны, за последнее время крипта, NFT, а также метавселенные только масштабируются, что позволяет использовать их не только для заработка. И в этом плане все тот же Аль-Мансури заявил, что блокчейн привязан к безопасности, мол, намекая нам на то, как технология может быть использована для повышения прозрачности в различных контрактах или, например, в правительстве. Вот почему еще в 2016 году Дубай обнародовал план создания полностью оцифрованного правительства к 2021 году. В рамках этого проекта Дубай сформировал глобальный совет по блокчейну. В его состав входят государственные органы, банки и технологические фирмы, а его целью было внедрение технологий во всем городе. Сегодня блокчейн интегрирован везде, от системы образования до безопасности, от транспорта до здравоохранения. Именно на этом фоне Дубай в настоящее время агрессивно преследует планы по привлечению еще большего количества криптобизнеса. Тем не менее, Дубаю понадобится еще время, чтобы полностью добиться своих поставленных целей.
Как я говорил в начале, в Дубай массово начали приезжать сотни криптокомпаний и трейдеров. Но почему? Прежде всего это связано с нулевыми налогами, а также полноценным регулированием крипты. Криптопредприниматели уже давно пользуются нулевыми корпоративными налогами Дубая. Также жители города платят 0% от всех доходов всех форм, независимо от того, был ли он заработан в Эмирате или где-либо еще. К блокчейну относятся так же, как и к любой другой собственности, что означает, что криптовалютные трейдеры полностью освобождаются от уплаты налогов на любую прибыль, полученную от торговли. А для любых криптокомпаний, которые желают зарегистрироваться на территории Дубая, существует специальная организация DMCC. Она позволяет полностью законно зарегистрировать любую криптофирму. И знаете, сколько это будет стоить? Вы не поверите. В зависимости от компании цена составляет от 3 до 5 тысяч долларов, а для сферы крипты это просто сущие копейки. Ну и плюс к этому необходимо получить специальную лицензию, но она стоит до 3000 долларов в год, и в придачу к этому вы можете получить шикарный офис в здании DMCC за дополнительные 4000 долларов. Также есть индивидуальные тарифы в зависимости от компании, что позволяет за копейки развивать свой криптобизнес. Из-за таких шикарных условий для любого бизнеса даже Павел Дуров еще в 2017 году переехал в Дубай, а Telegram также зарегистрирован в Эмиратах и базируется в Дубае. Но низкие налоги привлекают не только IT-компании, а и огромных криптогигантов, таких как биржу OKEX, Blockchain.com, Bybit, Crypto.com, ну и конечно же Binance. В прошлом году они все успели купить лицензию на работу в Дубае, а Bybit вообще в марте 2022 года полностью перенесла свою главную штаб-квартиру из Сингапура в Дубай. На это повлияли не только низкие налоги, но и полноценное регулирование. Объединенные Арабские Эмираты сделали управление по регулированию виртуальных активов, или как его называют ВАРА. Такой регулятор нужен для предоставления лицензий криптофирмам, которые хотят работать в Дубае. И он контролирует всю деятельность, связанную с криптоактивами. Регулятору поручено обеспечивать соблюдение закона, включая наказание предприятий, которые их нарушают, а также выдачу лицензий на обмен. Введение ВАРа и новых законов кардинально отличается от того, что пытаются сделать регуляторы на Западе. Регулирование Эмиратов больше касается надзора за криптосектором, чем его сдерживанием. Для сравнения, Сингапур, который конкурирует с Дубаем, заходит так далеко, что даже ограничивает рекламу криптофирм, чтобы защитить людей от рисков торговли криптой. И данное преимущество Эмиратов уже приносит некоторые результаты. В Дубай стекаются не только известные криптобиржи, но и другие инвестиции. Это особенно впечатляет, учитывая, что последний год был не совсем положительным для крипты. Тем не менее, по данным Global Date, в прошлом году криптосфера обеспечила более 51 миллиарда долларов в рамках более 1000 различных инвестиций. В 2022 году она обеспечила чуть более 21 миллиарда долларов. И Арабские Эмираты практически не пострадали от этой криптозимы. А по данным Global Date, сумма инвестирования в блокчейн-проекты в стране выросла с 42 миллионов до 97 миллионов долларов с 2021 по 2022 год. Хотя это лишь малая часть инвестиций, поступающих в сферу даже на медвежьем рынке прошлого года. В целом, многие начинающие криптокомпании также получают идеальные условия со стороны кредитования. Ведь процентная ставка в Эмиратах составляет 4,4%, а это даже меньше, чем в США. Кстати, напомню, что уже 1 февраля ФРС объявит новую процентную ставку. Рынки постепенно начинают готовиться к этому дню, и в ближайшее время мы сможем наблюдать активную волатильность крипты. А чтобы вы заранее знали, куда будет двигаться рынок перед решением ФРС, переходите в наш телеграм-канал. Там мы опубликуем для вас прогноз, чтобы вы знали, как заработать на этом событии. Тем не менее, Дубай должен решить некоторые проблемы, чтобы обеспечить свои лидирующие позиции в мире. Это такие вещи, как риск мошенничества и международная конкуренция. Дубай не застрахован от криптомошенничеств. Глава по преступлениям цифровых активов полиции Дубая сказал, что в первой половине 2021 года в Дубае произошло сотни криптомошенничеств, что привело к потере в общей сложности 21 миллиона долларов. Вот, собственно, для этого и придумали регулятор ВАРа. Но Дубай далеко не единственный, кто желает подмять под себя всю сферу крипты. У Бахрейна, Египта и Катара также есть большие амбиции сделать то же самое. Например, Бахрейн активно конкурирует с Арабскими Эмиратами и Дубаем. Однако неясно, насколько велика угроза Бахрейна, учитывая, что с 2019 года в блокчейн-проекты в стране было вложено чуть более 9 миллионов долларов. Так что, думаю, Дубай останется лидером на этом рынке. Теперь, когда мы понимаем, какие деньги Дубай инвестирует в криптоиндустрию, интересно, какую криптовалюту покупают шейхи. Может быть, у них в портфеле есть какие-то интересные монеты, которые можно было бы прикупить себе. На сегодняшний день в Дубае находится не так много криптофондов, которые держат у себя в активах именно конкретные монеты. Они больше занимаются инвестированием в саму сферу и компании. Но тем не менее есть один фонд, под управлением которого находится более 20 миллионов долларов. И в открытых источниках можно найти, что фонд владеет, естественно, биткоином, эфиром, а также монетами Monero. Есть еще один более крупный фонд под названием Nine
Blocks Capital, который основал бывший глава международной консалтинговой компании PwC. И летом он уже получил 75 миллионов на масштабирование от спонсоров, а также владеет криптой на сумму более 1 миллиарда долларов. По данным, он занимает 26 место среди всех фондов, и большая часть его портфеля состоит именно из базовых активов, таких как биткоин, а также эфириум. Вообще в этом плане шейхи выбирают более проверенные монеты, а большую часть капитала направляют именно в различные молодые перспективные компании. Но с приходом новых инвестиционных фирм количество криптофондов будет только расти. Собственно, сегодня мы с вами узнали, кто является столицей криптовалюты в мире. Дубай действительно настоящий феномен, и я считаю, что у него есть абсолютно все, чтобы продолжить развиваться в этом направлении. Новые компании, проекты и биржи все чаще будут начинать развиваться именно в Дубае. Поэтому будет интересно увидеть, чего удастся достичь Эмиратам за этот год. Напомню, что мы планируем снять еще подобные видео, только уже про другие страны. Так что ждем от вас пальцев вверх. И напишите в комментариях, про какую страну вы бы хотели увидеть ролик. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и как всегда увидимся в следующем видео. Всем пока!